Привет, с вами дядя Вася, и сегодня мы поговорим о наших питомцах, самых распространенных неприхотливых рыбках, а также о тех рыбках, которые бы я не советовал заводить новичку, и, естественно, объясню почему. Ну, самая распространенная рыбка, которую бы можно было завести новичку, это, конечно, гуппи. Гуппи это такие небольшие рыбки, которые подойдут абсолютно каждому новичку. Они абсолютно не требовательны к параметрам воды или там температуре воды. Но, конечно, не стоит пренебрегать этим и держать рыбку там в плохих условиях. Но все же, если вы как бы что-то там пойдет у вас не так, будете приобретать опыт, то эта рыбка довольно-таки выносливая. Далее я также бы порекомендовал вам содержать другие живородящие рыбки, такие как меченосцы, малинезии, пицили. Эти рыбки тоже довольно-таки неприхотливые и подойдут абсолютно каждому новичку. Далее еще бы порекомендовал вам содержать, например, лабиринтовых рыбок. Лабиринтовые рыбки это рыбки гурами, например, петушки, либо лялиусы. Эти рыбки имеют лабиринтовый орган дыхания, и за счет этого им даже не нужен компрессор. То есть рыбки умеют дышать атмосферным воздухом, и им, по сути, аэрация воды не нужна. Также могу порекомендовать вам рыбок, таких как коридоросы, это сомики, есть крапчатые, это самые такие распространенные, они тоже довольно-таки нетребовательные. То есть их тоже можно содержать, единственное, они не особо любят соленую воду. Потом анцитрусы, всеми любимые присоски так называемые. Вот эти ребята, они вокруг тут лазят по всем и съедают там всякие нарости с растений, декораций, со стекол аквариума, ну, тоже вполне подойдет начинающему аквариумисту. Еще хотел бы вам посоветовать рыбку Данио Рерио. Рыбка стайная, довольно-таки тоже неприхотливая, хорошо содержится в аквариуме и требует небольшие объемы аквариума. Это то, что нужно для начинающего аквариумиста. Еще бы порекомендовал вам завести улиток. Вот таких ампулярий, которые также не особо требовательны, но в чем их плюс? Дело в том, что когда вы будете перекармливать рыбку, да, потому что вначале вы все равно не имеете опыта, вам нужны какие-то знания, на чем-то тренироваться. Перекормили рыбку, то есть хоть улитки ампулярии будут это подъедать, остатки корма, для того, чтобы не портилась вода. То есть уже такой огромный плюс. Вот и, пожалуй, такой небольшой наборчик рыбок, которые подойдут новичкам. То есть на чем можно, так сказать, потренироваться. Вот первые рыбки, которых вы сможете смело приобрести и как-то уже начинать тренироваться, кормить их, менять водичку, там, ухаживать за ними. То есть при этом набираете опыт. Ну а теперь же перейдем к распространенным рыбкам, которые вы покупаете, но которых бы я не советовал держать. Естественно, в первую очередь, это наши любимые золотые рыбки. Их зачастую покупают. Дело в том, что, во-первых, рыбка и растет до довольно-таки немалых размеров, сравнительно, относительно. Но вот когда она начинает уже подрастать, а емкость у вас первая, она небольшая, там, у вас там до 10 литров, а то и 3-литровая банка, первый ваш аквариум, как у большинства аквариумистов. И то есть эта рыбка начинает расти, и ей места не хватает. И естественно, вы уже думаете, как расширять. Но это нюанс не особо важный, потому что в любом случае вы будете расширяться, потому что аквариумистика это такое дело. Еще такой нюанс у золотых рыбок, что они как поросята, как маленькие такие поросята, они все время роются, все время что-то переворачивают, постоянно растения ваши будут выкапывать из грунта, то есть вы их только посадите, они взяли выкопали, вы их обратно посадите, они опять выкопали, то есть вам будет это уже потихоньку надоедать. Плюс постоянно вот своими плавничками такими
они постоянно поднимают вот эту всю муть. То есть тут уже надо и фильтр предусматривать так, чтобы он эту хоть муть успевал фильтровать. То есть не впритык подбирать фильтр, а именно с запасом. Плюс еще вот при кормлении золотых рыбок у них часто бывает вздутие животика. Это распространенная у них такая болезнь, поэтому, ну, не скажу, что они подходят новичку вот из-за этих примеров. Потом вы еще любите заводить барбусов суматранских там или тому подобное. Естественно, емкости небольшие, рыбки сами по себе, они подвижные, они постоянно в движении, им надо куда-то что-то. Не юркие, ну, ягоза рыбка такая. И поначалу их же перекармливают, емкость небольшая, рыбка жиреет и впоследствии умирает. Долго она не проживет у вас. Это тоже такой фактор, который вы не учитываете. А так рыбка, если уже опыт имеете, хотя бы небольшой, чтобы не перекармливать рыб, и хорошая емкость, отлично, хорошая рыбка, ну, тут тоже стоит подбирать соседей, таких, чтобы она ее не тревожила. Таких, как скалярии или золотые рыбки, не соседи барбусам суматранским. Не совсем подходит начинающему аквариумисту и скалярии. Скалярии, они мне очень нравятся тоже. Но начинающему аквариумисту, который еще не обзавелся нормальной емкостью аквариума, они не подойдут. Потому что скалярии в скором времени негде будет двигаться. Потому что у нее высокие плавники. И рыбке довольно-таки нужен немаленький аквариум. Поэтому тоже для начала она не подойдет. Не совсем подходят и для начинающих аквариумистов и неоны. Хотя рыбка маленькая, красивая такая, но она очень восприимчива к переменам температуры, к составу воды. В том плане, что если какие-то резкие колебания воды, либо какая-то инфекция маленькая там попадает в аквариум, то эти рыбки могут покрыться манкой. Это такое заболевание у рыбок есть, когда рыбка такая в белых точечках бывает. Поэтому не стоит неончиков заводить себе. Да, еще забыл добавить, что неонов могут поклацать другие рыбки. Ну, поклацать в смысле съесть. Если, например, держать скалярией, то маленьких неончиков она может с легкостью покушать. Поэтому не стоит покупать для начала. Если, конечно, у вас не будет там каких-то других больших рыбок, а будете держать чисто харацинку, тех же Данио Рерио, там, неонов, ну, возможно, если не боитесь погубить других обитателей, вы уже с температурами воды и с кормами дружите, тогда можете приобретать. Но пока воздержитесь. Также хочу добавить, что не стоит покупать других рыбок, которые, например, хищники, а вы купили перед этим рыбок всемирных. То есть вы докупаете хищников, потом видите, что ваши рыбки постоянно то покусанные, то кого-то уже не хватает. То есть тоже делите рыбок на мирных и хищников. Вот, пожалуй, кратенький такой небольшой обзорчик и пояснение, почему я не советую покупать тех или иных рыбок начинающему аквариумисту. На этом, ребят, все. Спасибо вам за просмотр, спасибо, что были со мной. Не забываем поставить лайк. Кто не подписался, подписываемся для того, чтобы увидеть следующие серии. Переходите по каналу, смотрите другие мои видео. Если вам не сложно, делитесь этим видео в социальных сетях. На этом все. До новых встреч. Пока-пока.